всем доброе японское утро. Сегодня я еду в место, где море цветов и вкусная соба. Это лапша из гречки. Сейчас как раз пик сезона цветения роз, поэтому мне очень хочется увидеть их своими глазами и вдохнуть их аромат. Я решила поехать на автобусе от станции Митака, чтобы не идти пешком около 30 минут. Но ближайшая станция рядом с этим садом называется Чофу. Сегодня опять выдалась жаркая погода, плюс 27 градусов. На солнце очень сильно печет, поэтому многие японки прячутся под зонтиками. День рабочий, людей намного меньше, чем в выходные. Поэтому спокойно покупаем билет и заходим на территорию парка. Билет стоит 500 йен. Парк довольно большой и разделен на разные секции, поэтому лучше взять карту и ориентироваться по ней. А это, по всей вероятности, специальное место для фотосъемок на фоне цветущих кустов. Давайте посмотрим на карту, куда нам направляться. Вот здесь написано «Цветут пионы». Но, судя по их отсутствию, сезон либо уже прошел, либо еще не начинался. А нет, вон вдалеке какие-то цветут. Некоторые сорта пионов все-таки расцвели. Вот этот пион сорта Мираи. Красивые такие крупные цветочки. Это все Мираи. А вот эти вот розовые вдалеке цветы, это уже другой сорт. Интересно, как по-русски называются эти сорта? А вот и главный розарий. Я не стала показывать дорожку, по которой сюда шла, потому что по пути были обычные деревья, обычные зеленые кустарники. Сразу привела вас к красоте. Аромат здесь почти не ощущается, но если подойти поближе к цветам и вдохнуть поглубже, тогда уже чувствуется этот прекрасный запах роз. От такого изобилия цветов у меня просто восторг.
Даже не хватает слов, чтобы описать эту красоту. Только музыка. Какая симпатичная статуя. Прохладные фонтаны сейчас как раз кстати. Они немного спасают от жары. Вот здесь же можно купить цветы прямо в горшках. Скоро по всему городу начнут цвести гортензии. Вдоль дорог, на улицах, в парках. А пока их продают здесь, в горшках. Самые разные цветы. И розы, и фиалки, и даже герань вижу. А вот и название, где мы сегодня с вами гуляем. Джиндай ботанический парк. Называется все это место. И розариум, и все остальные секции. Секция с бамбуком, секция с сакурой и так далее. Вдалеке я заметила вагончик с мороженым из розовых лепестков и захотела попробовать. Стоит оно 500 йен, столько же, сколько и вход в парк. Бетонная беседка с колоннами, конечно, не особо спасает от жары, но от яркого солнца точно. Без солнцезащитных очков здесь вообще не обойтись. Не представляю, как многие ходят без очков в такой ясный, яркий день. В беседке я доела мороженое, потому что на солнце оно очень быстро тает. У мороженого такой тонкий вкус розы. Мне понравилось. А теперь хочу зайти внутрь оранжереи и посмотреть на экзотические растения. Здесь столько роз, столько сортов. За ними же нужен огромный уход, чтобы они так пышно цвели. Мне всегда казалось, что розы – это одни из самых капризных растений. Кустики аккуратно подстрижены, ровные, почти под углом 90 градусов. Статуя женщины, держащей чашу на голове. Только не хватает горшка с яркими цветами в самой чаше. Какие яркие, насыщенные розы! Этот сорт называется лаваглут. Розу вывели в Германии в 1979 году, написано на табличке. А вот и вся схема посадки призовых роз международного конкурса новых сортов. Давайте пройдем через цветочную арку.
Лепота. А это часы Карельон. В разные сезоны они играют разные мелодии. Они как раз недавно играли, когда я ела мороженое в беседке. Я так заслушалась, что совсем забыла включить камеру. Названия мелодий указаны на каменных плитках вокруг часов. И часы проигрывают именно эту мелодию в определенный сезон, в определенные месяцы. Это вход в оранжерею. Находится он с левой стороны, а центральный вход почему-то закрыт. Ух, какая здесь духота! Сырой, тяжелый воздух. В этой оранжерее, скорее всего, собраны разные экзотические растения. Смотрите, кувшинки плавают на воде. А здесь какие красивые грозди у растения, название которого я даже не знаю. Надпись «Ваниль». Надо же, как интересно выглядит ваниль, которую мы используем как вкусовую добавку для десертов. А это прекрасные орхидеи. Их часто дарят на дни рождения, свадьбы, новоселье. Это статус. Какой красивый декоративный водоем из камня с плавающими цветами бегонии. Прямо как в спа или тропическом саду. Оказывается, у них так много сортов. Какие они все красивые, разноцветные, красные, вон, оранжевые, желтые, розовые. Белые даже есть, обалдеть. Не знала, что их столько много. Кувшинка номер 3. Тропическая водяная лилия Альберт Гринберг. Сорт выведен в 1969 году. Цвет называют цветом заката. А это номер 66. Тропическая кувшинка Южное очарование. Ее вывели во Флориде в 2001 году. Светло-голубые цветы с желтым оттенком у основания. Ну а здесь у нас растут гибискусы. Их активная селекция началась на Гавайях в начале 20 века. Есть декоративный гибискус, а есть чайный. Именно из него делают кислый чай каркаде. Но судя по тому, что здесь крупные цветы, это именно декоративный гибискус, и его нельзя заваривать и пить. Кактусы, похожи на мягкие пуфики с сюрпризом. Такие смешные, разных форм.
А эти вообще напоминают колючие огурцы, которые переспели и которые никто не собрал для салата. А это старинная улочка у храма Джиндайджи. Ее название буквально переводится как «дорога к храму» или «путь к храму Джиндай». Здесь до сих пор сохранились деревянные домики, маленькие лавки и запах жареной темпуры и гречневой лапши. Район прославился именно собо-ресторанами, благодаря чистой родниковой воде, которая идеально подходила для приготовления гречневой лапши. Когда идешь по этой каменной дорожке к храму, вокруг постепенно исчезает ощущение современного Токио, хотя это все еще Токио. Здесь продают свежую собу, сладости, сезонные угощения, разные квашеные и маринованные овощи, японские сувениры, керамику, амулеты из храма и цветы. А вот витрины с традиционными японскими дарума и деревянными игрушками. Какие-то колотушки деревянные, детские машинки лежат. А в этом дворике спрятался старый колодец, покрытый мхом, и течет маленький ручеек. Интересно, настоящая или здесь родниковая вода, или это просто декоративно оформленный уголок? А здесь находится маленькая керамическая мастерская, где можно самим расписать тарелку, чашку или японскую фигурку. Цены зависят от выбранной керамики. Маленькие фигурки стоят дешевле. После росписи изделия быстро обжигают прямо на месте, и уже через 20 минут можно забрать свою фигурку. А если вы хотите более прочную и долговечную керамику, можно заказать полноценный обжиг, тогда изделие будет готово через несколько дней. Работницы мастерской одеты в традиционные кимоно, и из-за этого дух старой Японии ощущается еще сильнее. А вот полки с белыми керамическими заготовками, которые посетители потом расписывают вручную. Вот, например, милые уже разрисованные подставки для палочек. Ну а это, наверное, памятник довольного посетителя ресторана, любителя собы. Довольно старая табличка. Здесь написан очерк о гречневой лапше, чем знаменит этот район, про чистую родниковую воду и о том, что ресторан существует уже более 160 лет. Ресторанчики здесь настолько популярны, что к вечеру некоторые блюда уже заканчиваются. В одном ресторане была огромная очередь, человек 30, и я не стала ждать. Другой ресторан закрылся раньше времени, потому что у них закончились ингредиенты, а в третьем уже не осталось темпуры, жареных овощей и креветок в кляре. А это Канон, хранительница собы, то есть гречневой лапши. Благословляет всех. Очень уютное местечко, столько зелени, так красиво. Рядом стоит старое водяное колесо,
Раньше такие использовали для подачи воды и перемалывания зерна. Правда, почему-то сейчас оно не крутится. Захотелось зайти в этот дворик. Я даже не знаю, что здесь такое. Вроде не ресторан. И вообще никого нет. Написано «Вход». Давайте зайдем. Раз открыто, значит можно войти. Никого. Получается, это музей фермерского быта. Это шляпа из осоки. Ее надевали во время дождя и сильного солнца. Она очень легкая. И плащ-дождевик, который хорошо отталкивал воду. Соломенные лапти. А это станок. Написано «Для плетения циновок из соломы и папоротника». Здесь тоже какая-то плетеная корзина. Это лежак, скорее всего, или переноска какая-то. Ой, там какой-то мужик ходит. Похоже, вот этими граблями собирали опавшие листья, а потом переносили их в огромных корзинах. Очень приятный и ухоженный дворик. А здесь стоят каменные статуи богов удачи и достатка. Слышите шум воды? Это маленький водопадик, скорее всего, из подземных источников, потому что в этом районе, как я уже говорила, есть родниковая вода. Смотрите, какой трухлявый пень. Обалдеть, какой он огромный, прямо как в древнем лесу. Знаете, какой здесь воздух? Сейчас постараюсь описать. Пахнет сырой землей, свежей травой. Иногда доносятся ароматы цветов. Есть легкий запах пыли и лесной сырости. А когда дует ветерок, чувствуется запах чистой прохладной воды. Люди сидят на лавочках, отдыхают и дышат свежим лесным воздухом. Наверх я точно не пойду, там лестница, которая ведет куда-то дальше.
Секретная дверь на замке в параллельную реальность. Я-то думаю, что тут шуршит? А тут голубок пристроился и что-то клюет. Смотрите, какая здесь каменная подпорная стена. Называется ишигаки. Такую кладку часто делают возле храмов, садов и замков. А у меня сегодня желтое весенне-летнее настроение. Здесь можно попробовать разные японские чипсы и сладости. А если вкус понравится, сразу купить. А это острые маринованные овощи и перчики. И соленья с морской капустой. Ну что, пора выбирать ресторан. Этот уже закрывается, значит, пойду в соседний. Над дверью висит защитный талисман с изображением монаха-демона, который отпугивает злых духов, болезни и бедствия. Мне только что сказали, что темпура закончилась, поэтому я решила заказать собу с грибочками намеко. Это блюдо подают с холодным соусом и васаби. Очень приятный терпковатый вкус васаби. Эти японские грибочки намеко с необычной скользкой текстурой. К такой собе очень хорошо подходит холодный чай улун. А напоследок положу монетку на удачу этому каменному даруме, похожему то ли на кота, то ли на енота, и надеюсь еще скоро сюда вернуться.